Друзья, всем привет! На связи, как всегда, я, неизменный автор данного YouTube канала Дмитрий Самсонов. Это мой новый YouTube канал Самсонов Крипто, где я только начал укладывать интересные и полезные ролики, поэтому заранее подписывайтесь, ставьте лайки, не будем затягивать и начинаем. Погнали! Друзья, очень важная новость. 29 число, биткоин сегодня отреагировал волатильностью. Будем разбираться, с чем это связано, какие предыдущие наши действия, которые мы заранее с вами планировали, мы в ближайшее время начнем осуществлять, а где-то, возможно, уже сейчас начали набирать позицию. Давайте переходить к экрану и будем более подробно, детально смотреть эти новости. Итак, друзья, от последнего ролика, где я говорил, что нам стоит набирать какую-то шортовую позицию, кто не смотрел данный видеоролик, обязательно вот здесь прикреплю ссылочку, перейдите, посмотрите. Давайте быстренько перейдем к графикам, посмотрим, в каких зонах мы сейчас уже торгуемся, где возможно набирать позиции. Также поговорим о том, стоит ли открывать ее прямо сейчас, если вы не видели предыдущий наш торговый план. И после этого плавненько перейдем к новостям. Итак, друзья, находимся на TradingView. Итак, смотрим. Смотрите, что у нас было. Рассказывал в своем личном телеграм-канале вот здесь и в данном видео, где планирую фиксировать остатки своих долгосрочных позиций по биткоину, который набирал в районе 19,5 тысяч долларов. Также рассказал про публичный портфель с альтами, тоже где буду их фиксировать. И как мы видим, мы уже ворвались в эту зону. Соответственно, можно по текущему открывать уже позицию, но согласно риск-менеджменту и набирать правильно эту позицию. Что это значит? Если мы разобрали три лимитных ордера здесь, там 28 тысяч, 28 800, 28 900 и последняя там 29 800, то из трех позиций нам необходимо здесь набрать, к примеру, там 1/8. 1/8, 1/7, где-то так. Соответственно, здесь брать на 1/7, здесь брать на 2/7, этого у нас 3/7 будет в позиции, и здесь взять на остаток. То есть, соответственно, таким образом у нас будет правильно сформирована средняя цена и посчитать среднюю, которая у вас заложена, и, соответственно, стоп 30 100. Я считаю, что если мы коснемся этой зоны и закрепимся над ней, то дальше, возможно, мы увидим какой-то всхлюп в зонку 32-34 тысячи долларов, и оттуда плавненько покатимся вниз, согласно структурам, которые я рассказывал в предыдущем ролике, и перейдем потихоньку, постепенно в зону, с которой мы и набирались с вами, а именно эта зона у нас 19-20 тысяч долларов. То есть, соответственно, здесь мы набирали позицию, крупный игрок набирал, здесь у него где-то средняя, выше этой зонки нам распределили, здесь пораспределяют и дальше опустят вниз. Что сейчас еще локально хотелось бы увидеть для подтверждения шортового сценария, где возможно брать у нас покупки не от текущих, а чуть буквально попозже. Отметил я специально вот такую вот зонку. Она у нас находится на уровне 27 700. Вот здесь прекрасно в идеале было бы увидеть тест этой линии. И отсюда было бы идеально увидеть дальнейшее продолжение роста. В принципе, таков сценарий. Свою позицию я еще не открывал. Хочу видеть подтверждение от этой линии. И при возврате в эту зонку начну потихоньку набирать позиции. Обозначу эту позицию обязательно в своем личном телеграм-канале. Кто не подписан, переходите, подписывайтесь. Также очень классно и здорово мы торгуем в нашем сообществе Crypto Kitchen Trade. Абсолютно бесплатно. Переходите, смотрите. У нас идеальная статистика за 3 месяца. Очень хорошо, удачно торгуем. А теперь перейдем плавненько к новостям. И что у нас сегодня? Артур Хейс прогнозировал новое ралли биткоина к 2024 году. Соответственно, Артур Хейс, я его считаю лично одним из манипуляторов, или как минимум тех людей, которые имеют к им отношение. Он у нас является бывшим SEO биржи BitMEX, откуда у нас пошел, в принципе, и тезер, которым накачивают рынок, когда он растет, и так далее. Соответственно, он высказался о том, что он не думает, что мы поднимемся высоко и увидим АТХ, но в следующем году, возможно, увидим эту вершину, и которая пробьет, а после будет Армагеддон. Что он имел в виду под Армагеддоном, нам еще предстоит узнать, и обязательно порассуждаем с вами об этом в следующих видеороликах.
Полиция Гонконга запустила собственную метавселенную, да, там в Китае у нас тоже решается огромное количество задач с помощью криптовалюты. Я думаю, что эти новости все благоприятно будут влиять на то, что будет происходить сейчас на графиках, если мы, соответственно, будем еще дальше расти. Но нужно не забывать, что все эти новости уже заложены в рынок. И что самое главное, после того, как пришли к соглашению о потолке госдолга США и после того, как Байден об этом высказался, у нас и произошел рост на биткоине. А теперь давайте перейдем к данным, которые нас ожидают еще на этой неделе. Из них самые важные, самые интересные, которые есть. Вторник, 30 мая в США в 17:00 по Москве, доверие потребителей. Дальше, среда, 31 мая, это число открытых вакансий на рынке труда в 17:00, да, по данным апреля. А также речь членов РС Харкер и Джефферсон в 19:30 и в 20:30 по Москве. Интересно, что они там будут рассказывать, ведь мы ждем приостановку ставки, после которой рынок покажет свои максимальные точки и после чего мы начнем снижаться. Из интересного, что у нас еще в четверг, 1 июня, ожидаем данные по объему баланса ФРС. Ну и на самом деле, друзья, к 1 числу уже будет понятно, что у нас будет происходить ситуации на рынке, как мы закроем месяц. Возможно, к этому времени обновлю видео по нашим позициям и поговорим следующие наши ожидания. Но на этом, друзья, наш видеоролик подошел к концу. Ставьте лайк, пишите комментарии. В прошлом видеоролике я еще не успел разыграть 3 места по $10, поэтому смотрите видео топ-10 ошибок, вот здесь его прикреплю. Оставляйте тематические комментарии, возможно, вы заберете этот приз, который я разыграю в следующем ролике. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч, пока-пока!